Всем огромнейший привет! Сегодня в своем блоге на Обустроено.ком я предлагаю видео-мастер-класс по созданию пиона. Но не ростового большого, а такого скромненького диаметром 30 сантиметров. Его мы уместим с остальными цветами, а мы уже сделали розы из изолона и из бумаги гофрированной, в нашу шляпную коробку. Итак, что нам потребуется? На один пион у нас уйдет ровно один рулон гофрированной бумаги плотностью 180, длиной 2,5 метра и шириной 50 сантиметров. Я взяла в оттенке 569, вы можете взять любой, какой вам по душе. Итак, сначала мы нарежем все лепестки, а потом я покажу, как их собирать. Итак, от листа отматываем 24 сантиметра. Разрезаем на 6 полос, то есть по 4 сантиметра. И нарезаем на кусочки по 6 сантиметров. То есть у нас получится кусочек 4 на 6. Так, теперь откладываем наши лепесточки и вырезаем следующий ряд. Для следующего ряда мы отрезаем 5 полосок по 7 сантиметров. 7 на 5 у нас 35, да? И нарезаем на полоски по 12 сантиметров. Так, следующий размер это будут лепестки 9 на 15, 15 высота, 9 ширина. И таких лепестков нам потребуется 21 штука. Смотрите, у нас осталась бумага. Теперь мы ее будем резать не вот так, а вот так. То есть сначала мы отрезаем высоту наших кусочков. Разрезаем на 2 полоски по 20 сантиметров. А потом их мы уже нарежем на кусочки по 11. То есть у нас будет 11 на 20. 20 высота, 11 ширина. И так мы нарезаем до конца рулона, пока он у нас не закончится. Так, теперь из всех лепестков мы вырезаем вот такую форму.
Сверху обрезаем углы. Только не сделайте лепесток квадратным, он должен быть кругленьким. Вот. И внизу. Вот что у нас должно получиться. Так мы вырезаем абсолютно все лепестки. От самых маленьких до самых крупных. Теперь все заготовленные лепесточки растягиваем и сверху, и внизу. Вот такие вот лепестки у нас должны получиться. Если вы растянете только в центре, у вас получится очень сбитый пион, такой тяжелый он будет. Именно тяжелый не по массе, а для восприятия. Поэтому мы делаем вот такие вот лепесточки. И так растягиваем все лепестки, которые мы с вами заготовили. Так, теперь берем вот такую вот трубочку. Это, по-моему, была в рулончике туалетной бумаги. Разрезаем и складываем так, чтобы в нее могла беспрепятственно поместиться труба 16 миллиметров. Теперь из изолона вырезаем круг диаметром 14 сантиметров. Изолон троечка, но можно взять любой. Троечку, четверочку, но 1 миллиметровый будет слишком тоненький. Находим центр и прорезаем. Вырезаем небольшую дырочку. И склеиваем в форме конуса. Так, чтобы части, которые у нас заходят друг на друга, доходили где-то до середины. Вот такая вороночка у нас должна получиться. Теперь внизу делаем надрезы. И продеваем нашу трубочку. А пока берем несколько лепесточков и сворачиваем серединку цветка. Серединку пока откладываем. Берем самые маленькие лепесточки и приклеиваем внутрь нашего конуса. Где-то 5 миллиметров внутрь. Вот так. Наносим клей на внешнюю сторону. Немного внахлёст, буквально на полсантиметра. Сильно не затягивайте лепестки. Следующий ряд лепесточков опускаем на 1 сантиметр, то есть немножко ниже, и наклеиваем нахлёст в шахматном порядке. И теперь примеряем нашу серединку. Отлично.
Склеиваем. Следующий ряд лепестков наклеиваем с внешней стороны в шахматном порядке на одной высоте. Последний ряд маленьких лепестков скрепляем степлером в нижней части, чтобы пион у нас получился объемным. Так, вот такая серединка у нас получилась. Все остальные лепесточки мы закрепляем степлером внизу и только после этого будем наклеивать. Делаем защип. И теперь наклеиваем. Наклеиваем немного выше, буквально на сантиметр от тех лепестков, которые мы уже наклеили. Вот так будет раскрываться наш пиончик. Можете сделать еще немножечко тут, присобрать каждый лепесточек, тогда он будет у вас шире. Скрепляем следующий ряд лепестков. И продолжаем наклеивать. И теперь последние два ряда крупных лепестков. Все, вот такой пион у нас получился, и диаметром он поболее, чем 30 сантиметров, конечно, вот даже 40. Если вы будете приклеивать лепестки ближе к основанию, тогда он будет меньше, я вам сейчас покажу.